Himself prepared for beforehand that we should walk in them. Это только дела, которые были предназначены нам, дабы мы могли выполнять Его волю. As Paul told the Corinthians, И подобно Коринфянам, God is able to make all grace abound to you, да Бог сотворит всю свою благодать и преизбыточную для вас. so that having all sufficiency in all things at all times, Чтобы дабы не было у вас никакого недостатков в никаких других делах. you may abound in every good work. Дабы вы могли творить Его добрые дела. So it's God who's at work within us. We don't do this alone. То есть Бог действует в нас, это не что-то, что мы делаем сами по себе. And so day by day, we are getting better and better to do one of the most important things He has entrusted to us. День за днем мы научаемся лучше и лучше делать то, что Он нам верит. This comes from 2 Corinthians chapter 5. И также мы можем увидеть это во втором послании Коринфянам 5 главе. That we are to be God's agents of reconciliation. Мы Его посланники для примирения, As ambassadors for His kingdom. как уполномоченные послы Его царства. God has called each one of us to this ministry. Бог призвал каждого из нас на это служение. It is an awesome thing to be entrusted with the gospel. И нам верено невероятное, нечто невероятное передавать Евангелие. This is the good news of Jesus and the kingdom of God. Благая весть Иисуса и Царство Божие. This is what we are called to live and what we are called to tell. Это то, ради чего мы призваны жить, и то, что мы призваны возвещать. But how do we fulfill our ambassadorship? Но как мы выполняем свои обязанности послов? There are so many things pulling at us. Ведь так много вещей нас отвлекает. Some people struggle just to survive. Многие люди для них просто жизнь постоянная борьба. For others, the pull of the world is toward worldly things. Другие постоянно отвлекаются на то, к чему привлекает мир. Where the world's trying to press us into its mold. А зачастую мир пытается нас формировать по своему образу. How do we overcome this darkness with the light that's from above? Как же мы можем преодолеть эту тьму тем светом, который идет свыше? How will we be competent to be entrusted with the gospel and this responsibility for Christ? Как мы можем быть уверены, что справимся с той ответственностью, которая возложена на нас для распространения благовестия? I just wish I was a super apostle like Paul. Наверное, каждый вот если был таким суперапостолом, как Павел. Paul didn't think he was a super apostle. Но Павел о себе не говорит, как первоапостол. By his own estimation, he was the foremost among sinners. По его собственным меркам, он самый первый из грешников. Paul knew that the power to follow the way, the truth, and life wasn't inside of him. Потому что Павел понимал, что власть, сила быть путем истинной жизни происходит не от его самого. Except by the word of God and the Spirit of God that was within him. Только через Слово Божье и Дух Божий, который живут в нем. Paul said it was Christ who enabled him to do all things that God called him to do. Он говорит, это Христос, тот, кто позволяет делать мне то, что Он мне велел делать. To the Philippians, he said, "Don't worry about me. Вот, филиппийцам он пишет, да вообще про меня забудь. Sure, I'm in jail. Я, понятное дело, я в тюрьме сижу. And I'm looking forward to get out. Вот, и даже, возможно, мне отсюда не удастся выйти. But you know what? My being here has furthered the gospel. Но и это служит делу Евангелия. So I've learned to be content in all kinds of circumstances. Так что я научился быть довольным любыми обстоятельствами. He gave me, I like all circumstances I find myself into. Обратите внимание, он же говорит, что мне нравятся любые обстоятельства. But whatever circumstance, Christ is strengthening me. Но в каких бы обстоятельствах бы я ни был, все могу в укрепляющем меня Христе. And we have the same resources that the Apostle Paul had. И у нас же есть доступ к тому же самому источнику силы, что и апостол Павел. God's Word, Слово Божье, God's Spirit, Дух Божий and God's people. и народ Божий. It is God Himself who enables us to be agents of reconciliation. Бог нас наделяет этой возможностью быть Его агентами примирения. Sometimes we feel too weak. Иногда нам кажется, что мы столь слабы.
Who am I, Lord, to be an ambassador for you? Send somebody else. Кто я такой, Господи, чтобы быть твоим посланником? Пошли кого-нибудь другого. Paul said, you're right, we're weak. И Павел пишет, да, это правда, мы действительно He said, I'm weak too. И я тоже слаб. He says, but you know, it was God who decided to put this treasure in jars of clay. Но, как он пишет, Бог решил вот это вот сокровище поместить в вот такие вот непривлекательные глиняные сосуды. So we'll never be able to boast in ourselves. Чтобы у нас даже повода не было похваляться своими But, this is the all-surpassing power of God that is from Him and working in us. Но мы понимаем, что все превосходящая сила Божья действует в нас, исходит из Него и действует в нас. Remember in the Gospels how Jesus had the parable about the man who found the treasure in the field and he decided to go sell something he had and go buy that treasure because the treasure was so valuable? Помните, что рассказывает Иисус о человеке, который нашел сокровище на поле, и он продает все, что у него есть, приобрести это поле, настолько ценно для него это сокровище. Вот это и есть сокровище, которое Бог нам доверил нести ради Него. И когда я думаю о глиняных сосудах, я думаю, это же настолько надежные, хрупкие, емкости. То есть чуть-чуть, если неосторожно себя повели, и уже трещины. Они протекают. The other thing about clay jars, if you were first century in Palestine, we saw this everywhere. They weren't special. Вот, к тому же в Палестине первого века это было настолько обыденным делом, повсюду были глиняные горшки. These were just ordinary clay jars. They were nicely decorated and glazed. Одни были обыкновенными, другие украшенными и покрытыми всевозможными красками. But God knew what He was doing, obviously, when He entrusted the gospel to we who are like clay jars. Но Бог знал, что Он делал, когда доверил нам свою весть, понимая, что мы не более чем глиняные сосуды. Sometimes when we share the gospel, somebody might say, well, who are you to tell me that Jesus is the way, the truth, and the life? И иногда, когда мы делимся благой вестью, люди говорят, ну а ты-то кто такой, чтобы рассказывать мне, что такое путь истинная жизнь? Well, you know, in Jesus' day, they also wondered, well, who is this Jesus? Didn't He come from Nazareth? Но точно так же во времена Иисуса, кто такой этот Иисус, снова сказать, не из Назарета ли он взялся? And what kind of a place is that to be from? It's not Jerusalem, you know. И что хорошего может быть из Назарета? Ладно, он был из столицы, из Иерусалима. Sometimes we're intimidated about sharing the gospel. Иногда нам страшно делиться Евангелием. But it is God who gives the strength and the courage. Но Бог дает нам и силу, и смелость. Then we should just think about not making this too difficult for ourselves. Иногда мы думаем, ну давайте не будем вот это сильно утруждаться. If you're agents of reconciliation, just show them all the brokenness in the world that needs to be reconciled. Но как агенты примирения мы должны с вами видеть, сколько всего в мире разрозненного, сколько всего находится в конфликте, что нуждается в примирении. There are people who are dying to hear the message of reconciliation. Есть люди, которые погибают за весть примирения. And when somebody is reconciled to God, it's wonderful for them and it glorifies the Lord. Но когда кто-то примиряется с Богом, это прекрасно примиряет человека и прославляет It Бога. doesn't matter if we're just clay jars. И совершенно не принципиально, что это всего лишь глиняный сосуд. Christ will enable us. Христос наделяет нас силой. And then it turns out, as Paul tells the Philippians, that we will shine like stars in the universe as we hold forth the word of life. И Павел пишет в послании к Филиппийцам, что если при этом мы будем держаться за вот это слово истины, мы будем сверкать, как звезды на небе, на небосклоне. And I say to that, wow. Я ничего себе хочу этим сказать. Вау. Amen. Now, by the way, being ambassadors for Christ does not excuse us from the troubles of this world. Ну и нужно понимать, что то, что мы являемся послами Царства Небесного,
вовсе не защищает нас от проблем, с которыми мы сталкиваемся в этом царстве. But it's just exactly in this kind of world that we're called to be ambassadors. Но именно в этом царстве, в этом мире мы призваны быть его посланниками. And in doing that, we share not only the sufferings of the world, but even the sufferings of Christ. И более того, мы испытываем двойные проблемы, потому что мы не только испытываем те же страдания, которые испытывают все в этом мире, мы еще испытываем страдания Христова. The Apostle Paul knew what it was like to go through difficult times. Апостол Павел прекрасно знал, почему. He recites some to the Corinthians in the second letter, 6th chapter. Во втором послании Коринфянам 6 главе он сам апостол перечисляет все те проблемы, с которыми он довелось столкнуться. He talks about the prisoners, Заключение в тюрьму, shipwrecks, кораблекрушения, stonings, побивание камнями, desertions, people forsaken. Люди его отверженность. Talks about being misunderstood and doubted. Люди ему не доверяли и недопонимали его. Even his apostleship was questioned. Даже сомневались в его апостольстве. He had difficult times, even to the extent of facing death. He thought he was going to die. И зачастую даже он был абсолютно уверен, что он уже скоро умрет. But he never gave up. Он никогда не сдавался. In the Philippian letter, it sounds like he expects to be released. Вот в послании филиппийцам все-таки прослеживается надежда, что его выпустят. So he has hope. У него есть надежда. But when you read the pastoral epistles, но когда вы читаете пасторские послания, he's not expecting release. Он уже не ожидает выхода на свободу. This is another time and another prison. Это уже другое время и другое заключение в тюрьму. But he's still at home. Но надежда у него. Not hope for release, but the hope we have in Jesus Christ. Но не надежда на освобождение, а надежда, которую имеет в Иисусе Христе. That rises above our circumstances. Которая выше любых обстоятельств. So we read from 2 Corinthians. Have somebody that. 2 Corinthians 4. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 8 through 9 and 17 through 18. с 8 по 9. 2 Corinthians 4, 8 through 9. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 8 по 9 стих. Нас стеснятся со всех сторон, но мы не загнаны. Мы в отчаянном положении, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не брошены против. Мы сбиты с ног, но не уничтожены. И 17-18 стих. Страдания наши легки и мимолетны, а приносят они нам огромную, полновесную, вечную славу, которая многократно превышает страдания. Мы устремляем взор не на видимое, а на невидимое. Ведь видимое временно, невидимое вечно. Fixing your eyes on Jesus and that which is eternal. Не сводите своих глаз с Иисуса и всегда помышляйте о том, что есть вечность. Does not mean we are impervious or unaffected by the problems that beset us. Это вовсе не значит, что проблемы, которые сталкиваются, абсолютно никак не трогают. Paul even said that there was something that was tormenting me. Павел даже говорит о том, что ему приходится испытывать мучения. And he pleads with God to remove it. И он просил, молял Бога освободить его от этого. But it didn't happen. Но этого не произошло. Not even the Apostle Paul. То есть даже для апостола Павла. And the conclusion comes from the Lord, my grace is sufficient for you. Но лишь получил слова от Бога. Доволен с тебя моя благодать. Because my power is made perfect in weakness. Потому что сила моя совершается в слабости. God said you were clay jars, and that's exactly what I want to carry this message. Павел говорит, ты глиняный сосуд. И The я хочу, чтобы моя есть. The message will always be greater than its container, and that is its messenger. Потому что есть всегда превосходит. И емкость, которая хранится среди Бога, кто является ее провозвестником. You know, there are some people who will make up their speak, and later say, wow, what an outstanding speaker. То есть иногда в мире вы слышите, кто-то говорит, и говорите, какой прекрасный, какой чистый проповедник. But it's not that way. Но в церкви так должно быть. We want people to say,
Wow, what an incredible message. Потому что в церкви мы должны видеть, какую прекрасную весть он проповедует. You see, the power of the gospel is not in the preacher, it's in the Christ who is preached. Потому что сила Евангелия не в проповеднике, а в Христе, который проповедуется. So Paul could tell the Philippians, rejoice in the Lord always. And again I will say it, rejoice. Павел пишет Филиппийцам, всегда радуйтесь, снова говорю, радуйтесь. That's Philippians 4. 4 глава Филиппийцам. Then he says, let your gentleness be evident to all. Пусть радость ваша будет всем очевидна. For the Lord is near. Потому что Господь близок. Do not be anxious about anything. Не заботьтесь ни о чем. But in everything, by prayer and petition, но всегда с молитвами и прошениями, and with thanksgiving, и благодарением. Present your request to the Lord. Обращайте свои все просьбы к Богу. Why does Paul stress gentleness? Почему апостол обращает такое внимание на кротость? If we think about it from our personal experience, ну я вот с точки зрения своего опыта могу сказать. When times are difficult, когда жизнь трудна, it is easy to be anything but gentle. Очень легко быть кротким. Unfortunately. К сожалению. We get irritated. Нас все выводит из себя. We lose our patience. Мы теряем терпение. And then we remember when Paul said in 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind. Вот, и мы должны помнить, что любовь милосердна, любовь кратка. You have family problems? It's hard to be gentle. Тяжело быть коротким, когда у вас проблемы в семье. You have health problems? It's hard to be. Тяжело быть милосердным, когда у вас самого проблемы с You have money problems? It's hard not to be anxious. Вот, когда у вас проблемы с деньгами, тяжело не беспокоиться, ни о чем. But the Lord is with you. Но Господь с вами. He wants to comfort you. И Он хочет вас утешить. He wants to encourage you to be joyful. Он хочет, Он ободряет вас для того, чтобы вы всегда были рады. To set aside anxiety and focus on thanksgiving. Чтобы вы оставили все свои треволнения и полностью сосредоточились только на благодарении. So Paul continues in Philippians to say, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. И апостол пишет, мир Божий, который превосходит всякое понимание, будет направлять ваши сердца в Христе Иисусе. And this man, sitting in chains in prison, says, finally, brothers. И вот не забывайте, Павел что сидит в тюрьме. Вот, он в тюрьме пишет, так, братья, whatever is true, только что есть истина. Whatever is noble, только что благородно. Whatever is right, только то, что whatever is правильно, pure, то, что чисто, whatever is lovely, то, что благородно, то, что достойно похвалы, whatever is admirable, то, что добро. Anything is excellent and praiseworthy. Think about such Что things. совершенно и достойно похвалы, только об этом и думайте. No matter the difficulties in our lives, Какими трудностями вы в своей жизни не сталкивались? they're transient, they're passive, they're temporary. Они временные, они пройдут, их не будет. But what we do as agents of reconciliation is eternal. И то, что мы сделаем как агенты примирения, только то останется в вечности. Who am I to be an ambassador of Christ? Кто я такой, чтобы быть посланником Христа? Nobody. Никто. Just a clay jar like any other clay jar. Просто лишь глиняный сосуд, как любой другой глиняный сосуд. And God says, well, when you share the message, when you help bring reconciliation, Но Бог говорит, когда вы делитесь благой вестью, вы являетесь агентом примирения. people will hear my voice, Потому not your voice, что люди слышат не твой голос, а мой голос. and they will glorify God. И прославляют этим Бога. Emmanuel, God is with us. Эммануил, Бог с нами. Amen. Аминь.
Слава Господу за такую проповедь, конечно. Я не все слышал, но я надеюсь, потом в записи послушаю. Что мы сейчас с детьми уже готовимся к следующему воскресенью, если вы не забыли, сейчас воскресенье будет праздник Пасхи. Давайте сейчас... Жатва, да, извините, я говорился. Давайте сейчас встанем, давайте помолимся, чтобы это слово оно осталось в наших сердцах. Давайте и потом мы останемся стоять и прославим Бога пением. Спасибо тебе, дорогой Бог, за то, что ты вновь и вновь обращаешься к нам. Спасибо тебе за то, что ты посылаешь твоих проповедников, Господь, которые делятся твоим словом, которое ты некогда оставил для нас, Господь, для нашего назидания, Господь. Даруй, чтобы каждое это слово, оно могло влиять на нашу жизнь, Господь. И мы, в свою очередь, могли влиять на окружающих людей, на этот мир Божий. Ибо мы оставлены здесь как свет, чтобы мы имели влияние, Господь, не для того, чтобы мы просто ограждались от этого мира Божия. Просим Тебя, даруй нам храбрость, даруй нам терпение и пребывай с нами, пожалуйста, Боже. Аминь. Аминь. We'll be right back.
Сейчас будет воззрение мира. И сегодня необычный день, потому что если вы действительно посчитаете, то если у нас церковь 100 членов церкви поделить на 52 недели, то где-то по 1,9 человека в одно воскресенье день рождения. Но сегодня 6 человек. Да, сегодня необычно, как будто люди готовятся перед жатвой, отмечают день рождения и потом жатва. Вот, поэтому сегодня будет 6 человек, причем какие? Да, вы помните. Мы сейчас знаем. Итак, первый человек это, он, наверное, в воскресной школе, Денис Кириллов. Хорошо. Пока Денис Кириллов готовится, мы начнем с других героев веры. Это первый человек, это Руслан Ибрахимов. Что мы знаем про Руслана? Замечательный муж, замечательный отец, замечательный учитель, замечательный певец. Гитарист. Да. Что мы знаем про Дениса? Да. Хорошо играет на гитаре. Мы надеемся, мы будем использовать его талант в церкви. Потом гимнаст, профессионал, играет в кукольном театре. Его лучшая роль это кто в кукольном театре? Петух. Это разные птицы, скажем так. Да. Вот. Значит, первый календарь. Да, я не всех назвал еще, но Руслан Ибрахимов. Молись за Украину, пожалуйста, 2016 год. Дальше у нас идет Денис. Такой Денис, сегодня была дата, 12 лет на этой неделе было. Поэтому мы дали ему и замечательный календарь, и книжку «Иисус наша судьба». Это не все. Да, вот это представили. 2 человека стоит на сцене. Еще есть Руслан Воробьев, который сегодня не смог быть. Саша Рэбер тоже. Скромная яхта. Сертификат на яхту. Вот. Что вы знаете про Сашу? Замечательный. Жених. Служитель тоже. Спортсмен. Всегда поможет. Проповедник, да. Теперь пошли сестры. Марина Зайченко. Человек с добрым сердцем, открытая, постоянно готова помочь. И мы знаем, сколько Марина Зайченко ей помогла в связи с событиями сейчас в Украине. Да? И тоже замечательный календарь с цветами, пожалуйста, Марина. И последний. Кто тоже счастливый. Это может быть любой из вас. Я просто выберу. Это девушка. Молодая. Красивая, да. Мы ее любим, мы ее знаем. Ирина Мальцева. Не я, когда готов, ты возвращаться в YouTube. Да. Радостно. Вот такой. Вот. В Карпатах. Пожалуйста, Ира. Да. И недавно Ире Шелестовой пришла такая хорошая идея, она говорит: Ира, я знаю, какое я вижу в тебе. Ира говорит: кого? Я хочу, чтобы ты была следующим ведущим вместо Ольги Фрейман, потому что Ира очень. Потому что пора заменить, и вот Ира очень умная, особенно когда вы слушали ее. Ладно, все. Вот. Да, помолиться, может быть, да? Хорошо, давайте встанем, помолимся. Господь, спасибо Тебе за нашу церковь, Боже, спасибо Тебе за что у нас есть привилегия быть Твоей невестой, Боже. Помоги нам хранить себя, Боже, и готовиться к встрече с Тобой, и как можно больше служить Тебе, Господь. Спасибо Тебе за каждого члена нашей церкви, Боже, благослови стоящих сейчас здесь, Господь, и
Боже, благослови их на дальнейшую жизнь, Боже, благослови их семьи, чтобы они были сильные, крепкие семьи, которые славят Тебя, Господь. Благослови, пожалуйста, их и деток, и, может быть, у кого-то еще будущих деток, Господь, благослови их в этом. Боже, благослови их как служителей, чтобы они все больше и больше славили Тебя, Господь. Даруй им силы, Господь, даруй им терпение, бороться с грехом, Господь, и все больше и больше отдавать свою жизнь Тебе, Боже. Благослови каждого из стоящих здесь, Господь, и слава Тебе за них, Господь, за то, что мы знаем их. Спасибо Тебе за наши отношения с ними, Боже. Слава Тебе за все, Господь. Аминь. Аминь. Мне нравится. Добрый день, церковь. Чуть-чуть вернемся в недалекое прошлое. Был на этой неделе четверг. И я думаю, мнение, кто присутствовал на этом месте в четверг, что кто не смог прийти, тот много потерял. Это так касается даже и верующих, и неверующих. Потому что если человек знает, что есть Бог, он может гордиться в том, что Бог есть. А если бы не верующий, он бы, по крайней мере, задумался. А почему это все так? Тема занятия «Надежное основание» была как раз посвящена этому. Но не все потеряли. Есть выложено в Фейсбуке на клубе «Надежное основание» запись. Посмотрите. И приходит следующее. Потому что действительно, если сравнить первое и второй урок, они очень отличаются, потому что первый был более теоретически насыщен всякими понятиями. Это было занятие действительно практическое. Много примеров, и притом уникальное. Рекомендую посмотреть. Аминь. А третье будет интереснее? Еще интереснее, да? Да. Это будет занятие в ноябре месяце. Мы предварительно объявим. По-моему, 8 ноября. 5 ноября. Да. Ну и у нас теперь уже в будущем. Следующее воскресенье у нас уже, как Руслан чуть оговорился, но будет день жатвы, день благодарения. Мы будем благодарить Господа за то, что Он давал нам и дает. И питье, и еду, и что одеться. Для проведения этого праздника нам необходимо действительно еще послужить. 2-3 человека необходимо для того, чтобы побыть, если многие знают, чтобы чай, кофе организовать. Чтобы у вас будет после собрания совместное общение, празднование. То есть надо будет 2-3 человека, как минимум, на служение чай и кофе. Рома, Андрей, вам нужно субботу 2 часа здесь для украшения зала. Подходите в объеме, чтобы вы знали, кто может прийти. На поборочи. И самое главное, готовы ли мы благодарить Бога за то, что Он им дает. Каждый может принести сюда или дары природы, или что-то испечь, что Бог положит на сердце. Мы будем потом совместно это все мы принимать будем. Приводите неверующих, потому что это будет праздник. Дети будут благодарить Господа, будут созидаться Словом Господним. В общем, ждем вас всех. Хорошо, будем молиться вместе с нами. Сейчас нужд не поступил, и недостаточно. Да, от себя скажу, хотел, чтобы мы вместе помолились Лиру. Она сейчас вознесение светских по детским домам во Львове, в Воскресное. Там сегодня они поехали
цыганский такой там табор, там тоже будут проводить для детей мероприятия, поэтому будем за это молиться. Хорошо. За здоровье Лизы. Лиза уезжает. Моя сестра Лиза и мой брат Эндрю, они уезжают, молились за их обратную поездку. Хорошо. Господь, спасибо Тебе, Боже, за сегодняшний день, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам силы и здоровье, Господь, и благослови, пожалуйста, и следующее воскресенье нашу подготовку к Нему, Господь, благослови наши сердца, Господь, чтобы мы действительно были благодарны на протяжении всего года за то, что Ты нам даешь, Господь. Просим Тебя и за отъезд Джорджа, Господь, храни его на обратном пути, Господь. Просим Тебя и за отъезд Лизы и ее мужа Эндрю, Господь. Благослови их на обратный путь, Господь. Охраняй и оберегай, Боже, чтобы они могли Тебе служить там, где они живут, Господь. Прошу также и за Лиру, Господь, проси в этой миссионерской поездке, Боже, благослови сердца этих детей, Господь, которыми они будут служить, Боже, благослови их. Ты знаешь их жизнь, Господь, что они живут без родителей, воспитываются эти детки, Господь. Покажи им свою любовь, Господь, покажи им, что Ты главный Отец, который любит их, Господь. Благослови также и отдельно служение в цыганам, Господь, благослови их, Господь, открывай сердца и родителей, и деток маленьких, Господь, и даруй мудрости всем, кто будет в этой миссионерской поездке, Господь. Боже, спасибо Тебе за нашу церковь, Господь, благослови все наши служения, Господь, чтобы мы развивались, Боже, чтобы мы все больше и больше находили сил служить Тебе, Господь. Благослови нас на эту неделю, чтобы мы были светом и примером, Господь, на протяжении этой недели нашим друзьям, родственникам, Господь, чтобы мы всегда находили время изучать Слово Твое, Господь, молиться Тебе, Боже, молиться за нашу жизнь. Слава Тебе за все, Господь, и благослови нас на остаток этого дня. Аминь. Все, друзья, с миром. Не, я все сказал. Спасибо.